тревога и стосн. Стосн – это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. И даже в самой аббревиатуре есть уже обозначение именно тревожного. То есть тревога и стосн, они очень сильно взаимосвязаны. Теперь давайте разберем, что такое тревога. Тревога – это эмоция. Она не может быть плохой или хорошей. Она по факту есть эмоция. Но тревога у нас разделяется или подразделяется на рациональную и иррациональную, либо адекватную и неадекватную. Сразу же приведу пример, чтобы было понятно. Допустим, вы идете по лесу, вы поехали на рыбалку, на охоту, и вы слышите, как медведь издает какие-либо крики, там рычит. И это адекватная эмоция, и это реальная угроза вашей жизни. Про физические и психологические реакции я сейчас чуть попозже объясню, как тревога действует на наш организм. Либо другой пример, там, рациональной, опять же, тревоги. Когда вы сидите на работе, вы сделали какой-либо отчет, и вы знаете то, что вы там накосячили, у вас там все неправильно, фирма понесет убытки, и вы видите, как к вам идет начальник, и он злится, сейчас будет серьезный какой-то разговор. И это реальная угроза. То, что, как сказать, эта тревога, она именно обоснована. То есть ваше состояние, оно меняется. Либо, опять же, такой пример, самый последний приведу, чтобы было понятно. Допустим, вы находитесь на, там, не знаю, на 50-м этаже здания, и вы подходите к самому краю, и вам страшно, вы на такой высоте, люди ходят маленькие, машинки маленькие, вы на 50-м этаже, вам реально страшно, и у вас психологическое и физическое состояние полностью меняется. То есть вот эта тревога, она рациональная, она адекватная. А есть тревога иррациональная, неадекватная. Это когда у нас, что такое тревога? Это мысли про будущее. Когда мы думаем, а будет ли там Третья мировая война или нет, а что будет завтра? Опять же, мы не можем изменить будущее, мы не знаем, что будет в будущем. Когда мы тревожимся, а что будет с климатом, он будет теплеть или наоборот будет похолодание на нашей земле. И вот возвращаясь к стосну, вот опять же, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Тут слово именно ключевое, тревога, тревожное ожидание. И тревога – это уже иррациональная тревога, неадекватная тревога. То есть, во время стосна что у нас происходит? Про физические реакции я вам рассказывал, есть видео на моем канале. То, что эрекции либо нет, либо она очень слабая, неспособная для фрикции. То есть она очень-очень маленькая. Фрикции с этой эрекцией просто невозможно будет сделать. И когда мы тревожимся, когда человек, у которого стосн, он встанет, не встанет, а если встанет, то как все пройдет? Будет длинный половой акт, либо короткий. А что будет после? Что мне скажет девушка? А вдруг девушка во мне разочаруется? Вдруг девушка подумает, что я неудачник? Ну, то есть, это все тревога. Основная защита, основная даже фишка нашей психики – это защита нашего психологического и физического состояния, чтобы нас оградить и защитить. В повседневной жизни у нас есть 5 органов чувств, плюс 6-й органов чувств – это мысли. Вот давайте про 5 органов чувств сначала скажу. Это вот сейчас все очень важно, взаимосвязь тревоги и стосна. Какие у нас органы чувств? Ну, то есть у нас есть глаза, у нас есть уши, нос, язык, у нас есть кожа. И то есть в процессе жизни каждую секунду этого времени наш мозг анализирует, и мы получаем информацию со всех сенсоров, что происходит. И плюс в буддизме шестой орган чувств – это наши мысли. То есть если нам страшно, наш организм мобилизует все ресурсы для того, чтобы защищаться. Это вот реакция «бей, беги, замри». Это вот наши животные инстинкты, которые у нас остались с процесса эволюции. И они работают как на нас, так и против нас. Но вот 6-й орган чувств – это наши мысли. Когда к нам приходят различные тревожные мысли, наш организм что делает? Он мобилизует все полностью ресурсы. Он делает… Задача организма – это выжить. Самая основная, как сказать, задача организма, чтобы мы выжили, продолжили свой род и так далее. И тут уже дело не до фрикции, тут уже дело не до секса. Потому что теперь происходит на психологическом уровне во время тревоги? То есть у нас в голове каша, у нас в голове просто
там, не знаю, разрыв мозга происходит, столько очень различных мыслей, тревоги, страхи, ощущения, комплексы. Сразу же это ум сразу же подтягивает предыдущий опыт, который был у нас до этого. Это я сейчас говорю про стосн. Это у нас все, что происходит в голове. А что у нас происходит с физическим телом? У нас учащается сердцебиение, у нас дыхание гораздо становится быстрее, у нас пот появляется, у нас появляется дрожь, озноб. И также это вот все, что снаружи происходит у физического тела. А внутри что у нас происходит? То, что вот вся кровь, которая была, как сказать, которая поступала к внутренним органам, допустим, к пищеварению. Первое, что это отключается пищеварение. Кровь от кишечника уходит к мышцам, потому что, опять же, основная задача при тревоге, как считает наш мозг, как считает наша психика, это сохранить себя, это выжить. И вся кровь уходит к мышцам, чтобы какую-либо реакцию сделать. Бей, беги, либо замри. То есть любая реакция. Ну, то есть процессы пищеварения полностью останавливаются, потому что для сохранения жизни нам не нужно пищеварение. А второе, самое главное, вот теперь вот про стосн, вот прям это вот вообще эта информация там, не знаю, на 1000000%, и я думаю, многие с этим согласятся, и многие это почувствуют, и многие это вспомнят, те клиенты, у которых стосны, либо аналогичные симптомы. То, что второе, что происходит, это отрубается репродуктивная система. То есть кровь от органов малого таза, от паховой области, все, что связано с размножением, уходит оттуда и, опять же, приходит именно к мышцам. То есть в крови также у нас образуется глюкоза повышенная для нашего мозга. Ну, то есть вся фишка в том, что вторая стадия тревоги, или даже там первая, они, в принципе, одновременно происходят. То, что репродуктивная система больше не нужна, потому что задача организма выжить. И теперь вот вернемся. Стосн. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Когда у нас стосн, когда у нас тревога, репродуктивная система, ни о какой эрекции вообще не может быть и речи. Потому что у организма лишь одна задача. Выжить, мобилизировать и активировать все ресурсы, которые есть, и выбрать реакцию бей, беги, либо замри, которая у нас в процессе эволюции. Я думаю, сейчас вот то, что я сказал, многие клиенты, у кого стосн, я думаю, они понимают, о чем я говорю. То, что во время секса, когда вот девушка, вот парень, и как только начинаются фрикции, сразу же в голове тревога, и все, про эрекцию можно забыть. И это чистая уже у нас идет психология. То есть теперь, как работать с тревогой? На моем видео есть первое видео, это работа с дыханием, возвращать себя именно в настоящий момент, потому что тревога, она в будущем, мы не знаем, что будет в будущем, и с помощью дыхания, у меня можете посмотреть видео, как себя вернуть именно в настоящий момент, потому что в настоящем моменте тревоги нет. Второе, это рационализация, это техника СМЭР, она также есть на моем видео, вы можете ее посмотреть. Когда мы записываем, берем ручку, тетрадку и записываем все наши ситуации, эмоции, реакции. И когда мы уже можем сами выбирать те реакции, которые у нас в состоянии тревоги, это очень-очень важно. Также у меня есть другие техники по работе с тревогой. Это рационализированные, это медитативные техники. Кстати, вообще, для того, чтобы работать с тревогой, и противоположное состояние тревоги, это релаксация, это расслабление. И вот теперь возвращаемся к стосну. Человек, мужчина, когда встречает девушку, у них как только вот сейчас начинаются фрикции, у мужчины нет эрекции, либо она есть, но она очень-очень слабая из-за психологических моментов, из-за именно тревоги. Что ему нужно сделать? Ему нужно расслабиться. И вот как расслабиться? Также у меня есть набор релаксирующих техник, это медитативные техники, это различные техники воображения, моделирования, ДПДГ там, и так далее. Эти все техники, благодаря этим техникам я работаю с своими клиентами, которые приходят ко мне со стосном, и от стосна люди избавляются. Посмотрите видео, которые по работе у меня с тревогой, с дыханием, как возвращать себя в настоящий момент. Посмотрите, у меня есть видео по работе с тревогой, техника СМЭР, как рационализировать, логическое такое рассуждение и обоснование, где все по полочкам, где мы можем сами уже выбирать какую-либо реакцию на ту эмоцию, которая у нас произошла. Либо записывайтесь ко мне на консультацию, на сессию по стосну, и будем вместе с вами убирать вашу тревогу, делать так, чтобы ваша сексуальная жизнь была яркая, чтобы она вообще просто элементарно была, чтобы избавиться вам от стосна. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витищенко, сексолог-психолог. Всего доброго, до свидания.